Привет, Оля, мирабашечки! Мы снова рады вас приветствовать на канале Лена Ваня. Покажу сейчас, я в районе Томюк нахожусь. Помню, многие просили, чтобы мы чаще показывали Томюк. В принципе, набережную я показывала в тот раз, а в Томюке по четвергам базар. Покажу уже базарчик. В принципе, на примере этого базара сможете понять, как выглядят турецкие базары в небольших курортных районах. Конечно, в Мерсине там большие базары, но здесь у нас такой небольшой. Ну, заодно приценимся, посмотрим, какие цены сейчас и так далее. Вообще, хоть я в ветровке, сейчас у нас же достаточно тепло, хорошо, но когда выходишь гулять к морю, как-то прохладно. Я еще такая мерзлячка, так что я боюсь. Все, переключаюсь, смотрим. Сегодня еще такая погода, вроде бы тепло, но вот так то облака, то чуть-чуть покапал дождик, в общем-то непонятно. Это я сейчас нахожусь там, где показывала вам, что строят ресторан на берегу моря. Видите, сейчас уже строят забор. В общем-то, мы всю эту красоту с улицы видеть не будем. И смотрю, что уже появилось название Калифорния. Ну, посмотрим, как дальше оформят. Они еще довезли разные деревья. Ну, в общем-то, так. Ну, а здесь рядом такой кусочек, где гуляют цесарки. Вот, они так смешно всегда пищат. Тут потому что частный дом, конечно, людям повезло, у них частный дом. Вот там и сарайчик прямо на первой линии моря. Здорово. Вот, и что сейчас, что мне нравится. Сейчас все абсолютно цветет. Сейчас зацвели красивые деревья, полностью розовые. Сейчас зацвели уже олеандры. Ну, наверное, сначала пройдемся немного к морю, покажу. Зацвели олеандры, так красиво. Ну и бугенвилли, само собой, сейчас уже цветут вовсю. Посмотрите, розы везде распустились. Вот бугенвилли, тут светло-розовые. Это наподобие петуний. И очень много сейчас роз. Вот видите, очень много. Они просто везде цветут, во всех сите их сажают. Ну, потрясающе красиво. Ну, для съемок не очень хороший день я выбрала, конечно. Когда нет солнца, эти облака, то картинка не очень яркая. Вот так. Но все равно яркие цветочки всегда радуют глаз. Ладно, раз сегодня базар, идем на базар. Что делать? Ну и что погода, так сказать, не летная, не для съемок. Вообще, конечно, я погорячилась, одев сейчас ветровку, потому что реально жарко. В тени, в принципе, плюс 24, наверное, на солнце не знаю даже сколько. Уже просто пройдемся здесь этот кусок по набережной. Ну и посмотрим, там как раз показывает температуру, посмотрим, что там показано. Ну, реально жарко. В море уже знаю, что все спокойно плавают. Вода уже прогрелась, больше 20 градусов. Что не может нас не радовать. Здорово. Высоченные пальмы здесь красивые. И вот там потрясающий вид. Вот тот кусок вообще потрясающе красивый, инстаграмный. Там все фоткаются. Ну и мы в том числе. Так, идет полив. Вот спрашивают, да, почему в Турции так жарко и все зеленое? Да потому что здесь поливают просто постоянно. Постоянно идет везде полив. А без воды, как говорится, ни туды, ни сюды. Ну вот здесь уже, ладно, покажу пляж. Его еще не почистили. Но мы, например, сюда приходим загорать, потому что здесь вот эти вот железные штуки, на них натягивают тенты, и то есть здесь есть тень летом, что немаловажно. То есть не надо брать зонтик, а можно спокойно лежать в тени. Ну там купаются. Везде, конечно же, газонокосилки, все такое. Вот, плюс 27. Успела я посмотреть, плюс 27 сейчас показано. Вот 8 мая, плюс 27.
Ну, в принципе, вот так. Это другая часть Томюка. Тоже я ее показывала. Ну, туда дальше сегодня я не пойду. Уже мы так пойдем на базар. Так сказать, цель нашего сегодняшнего видео — посмотреть, какие цены, и что-нибудь купить. Это вот от моря мы вышли. Это как бы центральная улица в Томике считается. Ну, вообще район Томик, он достаточно большой, но это вот такая улочка, как бы вот здесь базар. Я знаю, что люди из Арпач-Бакшиша, они тоже все приходят именно на этот базар по четвергам. Так что получается, что это улица центровая. Здесь, конечно, разные там стрижки, овощи, фрукты всегда продаются. Есть и Карифура 101, Шок, Бим, даже Качташ. Все на этой улице. Короче, здесь все есть. Это центровая улица в Томике. И пицца здесь есть. Видите, работает до 3 ночи. Вот. Пицца Доминос. Кстати, в центре мы брали в Доминос кофе. Ну, неплохой такой, нам понравился. Почему говорю про эту улочку? В принципе, в каждом небольшом, да, курортном районе всегда есть, так сказать, все необходимое для жизни, чтобы жить круглый год. Это и магазины, и базарчики, и вот там и тантуни можно покушать, и там выше тоже есть и ресторанчик, и с едой разная, и пекарня. То есть абсолютно все необходимое есть в каждом районе. За продуктами, так сказать, далеко идти не придется. Ну вот тут и начинается наш базар. Так, сейчас дыньки не вижу почем. Сладкие, это машмула по 40 лир килограмм. Дыньки не вижу, цену, пахнет потрясающе. Бананы 85, баклажаны 20, помидорки по 20 и грибочки, шампиньоны по 200. Естественно, на каждом базаре, во всех райончиках есть какая-то одежда, вот эти вот футболочки, маечки, это все всегда можно купить. И, конечно же, на каждом базаре можно поесть сладкие татлычи и попить чаю, что очень многие делают. Все-таки покупки — это дело такое нелегкое. Ну, в Томике, в частности, вот мы проходим, тут вначале идут эти вот разные хозтовары, одежда. Вот посмотрите, какая здесь потрясающая бугенвилля. Она просто как будто воздушная вата. Сказочные эти бугенвиллии. Лиандры везде расцвели. Потрясающе. Ну, кроме одежды, также и шторки есть, и всякие для дома покрывальцы и так далее. То есть везде есть. Так, смотрим. Смотрим цены. Клубника, кстати, сейчас везде. Ой, пахнет потрясающе. 100 лир клубничка, 15 лир молодой чеснок сладкий. Кстати, молодой чеснок, он здесь вообще такой сладкий, вкусный. Так, по 35, много-много зелени. Зелень сейчас обычно по 10 лир пучок. Так, домашние яйца по 7 лир штучка. Орехи грецкие 200 лир. Я уже так просто буду озвучивать, что вижу. Разные вкусняшки домашние. Огурчики 25. Так, клубничка 100. Яблочки такие 50 лир. Картошечка молодая 35. Лучок покрупнее 30, помельче 10. Конечно, есть и разные сухофрукты. Там, смотрю, абрикосы, но я уже прошла. Сухофрукты, маслины, всякие соусы. Ну, смотрю, что сегодня клубника везде по 100 лир. А помидорки от 20 до 35. Но наши любимые я видела там по 50. Так, что здесь еще? Да, томаты 35, огурчики 40. Ювка. Ну, в принципе, набор стандартный, как на всех базарах, просто здесь меньше
меньше этих самих продавцов. Вот дыньки сейчас по 60, грушки такие вкусные по 70, обожаю их. Эти груши, машмула по 50, 85 бананы. Я знаю, что многие у нас вот знакомые, они приезжают в Тамюк на базар, потому что говорят, что здесь дешевле. Когда они сравнивали, конечно, в Турции вот эти огромные прилавки с зеленью, это что-то потрясающее. Морковка по 30, так, 40 помидоры и огурцы, 15 мелкий лук, по 50 апельсины. Я вообще сегодня пришла специально за апельсинами, вот такими мелкими. Но для сока они самые лучшие. Кажется, что они маленькие, но они как раз самые-самые вкусные сейчас. Так. О, редиска. Редиска. Да, 10 лир стоит пучок зелени. Так, мандаринки даже есть по 35. Интересно, наверное, их в холодильнике держали. Лимончики, грейпфруты по 30. А вот здесь маленькие дыньки по 40. Кстати, дыни сейчас просто потрясающие. Они такие вкусные, сладкие. Ну, зеленая слива. Вот здесь очень многие едят зеленую сливу с солью. Как-то вот мы вот побаиваемся. Кстати, каиси, абрикосы по 60 лир. Каиси на румынском тоже каиси. Это абрикосы. Так, горошек уже отошел, перчик по 30-15. Сейчас мы пройдемся по базару до конца, он небольшой. Так, тут тоже по 50. Вот такие помидорки мы любим, тут они зеленоватые, по 40. Так, ну и вот, в принципе, мы дошли до конца базара. Посмотрите, какой молодой чеснок. Аж слюнки текут, глядя на этот чеснок молодой. Ну и запах тоже. Класс. Так. Оливочки, оливки, знаете, ну и молочка. Так, смотрим. По 200 лир, 320. Ну, вы знаете, в Турции очень много разновидностей разных брынзы, сыров молочных. Так, яйца 15 штук, 105 лир домашние. Это хорошо, потому что в магазинах тоже 15 штук, 105 лир. Смотрите, здесь я увидела, продаются еще какие-то такие. Я поняла. Мы кушали такие, покупали в Мигросе, очень вкусные эти всякие штуки. Так, ну здесь картошечка молодая по 20, 35, перец. Баклажаны по 30. Ну, а здесь маленькие дыньки, видите, 4 штучки, 100 лир. Яблочки помельче по 40 лир. Кабачки по 30. И меленькие помидорки по 20 лир. Вот такие. Так, ну, в общем-то все. Весь базар мы с вами прошли. Значит, куплю я что тут меньше просто продавцов на маленьких базарчиках. Но тем не менее все необходимое можно купить. Так что я куплю сейчас апельсины для сока. Мы без фреша уже просто не живем. Каждый день у нас фреш. Причем эти мелкие апельсины на стакан это 2,5 штуки хватает. Ну как стакан, у нас такие не совсем большие стаканы, но 2,5 обычно хватает. Эти апельсины, они очень-очень сочные. Чаще всего мы покупаем их вдоль дороги в мешках, но сейчас как-то у нас закончились, и мы не успели купить. Так что будем здесь покупать. 40 лир штучка. Хорошая цена, хорошая. Так, все, иду я за апельсинами. Нет, ну как так? Как так? Я пришла на базар, а мне кроме апельсинов ничего не нужно. Прям жалко. Все есть дома. Ну, с другой стороны, хорошо. Что мне носить? Так, ну, в принципе, вот такие, да, вы увидели, что небольшой базар.
Но в принципе все есть, все можно купить. Есть и с одеждой приезжают эти, если вдруг что-то срочно понадобилось. То есть полностью целиком жизнь, все есть. О, это листики, эти виноградные. Мы в Молдове делаем голубцы из них. Вот абрикосы большие, крупные, по 80 лир. Да, у нас, помню, абрикосы были где-то в июле. Здесь уже вот май месяц, и есть абрикосы, все есть. Вот и дождь пошел. Да. Небольшой базар. Все необходимое есть. Самое главное, что рядом с домом, то есть никуда далеко ехать не надо. Не успела показать, там еще, конечно же, приезжают и продают свежую рыбу. Вот, но сейчас я хочу зайти в 101. Как-то люблю я его больше, чем Шок. А Бим просто подальше, мне лень туда ходить. А про рыбу что? Вот пару недель назад или когда там, дней 7 назад были скидки в Мигросе, и турецкий этот лосось, он стоил по 159 лир. В общем-то, накупили мы этого турецкого лосося все дружно. Не только мы с Ваней, но и все, кого спрашиваем, все по 2 рыбины купили. Там по 6-7 килограмм завешивали эти рыбины. Ну и что с ней делать? Конечно, я уже сварила уху один раз. И потом часть лосося я засолила. И сейчас... Копалы? Копалы. И сейчас так, 101 у нас здесь закрыт. Схожу-ка я в Бим. Заодно и вы больше посмотрите. Засолила я лосося. И просто так на завтрак, знаете, хлеб с маслом, с лососем малосольным. Очень вкусно. Ну, как-то приедается. И хочу я сделать сегодня блинчики. И уже в них завернуть этого лосося, огурец. И вот мне нужно купить творожный сыр. Поэтому хочу зайти в магазин купить. Будем кушать. Так, зашла я в Бим. Кстати, вот эти вот, видите, угли, кто делает мангал, это самые лучшие угли. Угли для ленивых. Просто поджигаете, внизу есть фитилек, и он разгорается. Никаких мучений. Плюс эти угли, знаете, обычно здесь угли, когда берешь, они такие, ну, дымят сильно. Эти нормальные, эти так сильно не дымят. Кстати, скоро, точнее, скоро, в это воскресенье, обычно второе воскресенье мая в Турции отмечается День матери. И везде есть цветы или всякие предложения к этому дню. Я люблю брать выпечку такую. В прошлый раз ее не было, но обычно в этом холодильнике. Сейчас смотрю, тоже нет, просто тесто. Значит, сегодня я опять не куплю. Окей. Ну, а так... Ну и сразу сравним цены бимовские с базарными. Вот здесь тоже лук по 15,50. Так как на базаре, в принципе, бананы по 84. То же самое. Картошка молодая по 22. То есть даже когда базара нет, как сами понимаете, вот баклажаны 39, перец 59. Так, салаты лык, огурцы 29. То есть плюс-минус одинаково. И Бим хорошо всегда есть грибы. Всегда. Курицу я сейчас не буду. Как бы нам ничего совсем не нужно. Это же хорошо, да? Все есть. Мы уже все купили. Я хочу посмотреть творожный сыр. Это по-турецки Süzme peynir. Тот, который мне нужен. Вот. Мягкий сыр. Так. Сейчас посмотрю, какой выберу. Ну, взяла я такой. Полностью с жиром. Есть и вот светло-голубых. Он как бы обезжиренный. Но молочку я предпочитаю брать не обезжиренную, а полностью с жиром. Она так лучше усваивается. Вот, кстати, вспомнила. Мы еще в Биме постоянно берем вот эти именно макароны. Они для нас самые вкусные.
обожаем их. Как паста венета. С этими макаронами к ним делаем любой соусы сливочные, с помидорами. Ну, то есть любой-любой. Очень вкусные. И сейчас как раз со скидкой. Так они стоят 49, сейчас 39 лир. Смотрите, тут у кассы прям много-много цветов. Каланхойчик. Мы такие сажали, они замечательные. Они цветут почти круглый год. И вот еще какие-то красивые. Вышла из Бима, чуть показала. Вообще скажите, напишите в комментариях, интересно ли вам, чтобы я сняла видео именно о наших любимых продуктах в Турции. Потому что в каждом из сетей, там Бим, Шок, А101, у нас есть свои именно любимчики. Ну, я не говорю сейчас про Мигрос, Гроссери, да, а вот именно продукты в этих магазинах, что мы чаще всего покупаем в Турции. Вообще многие говорят, как-то женщина мне написала, нет, мы встретились с нашей одной подписчицей. Она говорит, вот вы уже в Соли не живете, мы были тогда в Соли. Говорит, да, вы там где-то на окраине. Ну, так это прозвучало, знаете. На самом деле преимущество этих районов, вот мы даже сейчас, когда приезжаем в Соли, там так шумно, много людей. В этих районах людей поменьше, но пока зимой, сейчас, конечно, летом уже начинают приезжать люди, уже везде, кстати, слышно очень много немцев, голландцев. Ну, в общем-то, приезжают в эти районы, все на велосипедах с удовольствием ездят и так далее. А мне нравится, смотрите, сейчас переключу камеру. Вот идешь с магазина и смотришь на море. Я знаю, что камера всегда отдаляет, но это такой момент приятный. Сейчас, к сожалению, вот нет солнца. Когда солнце и море ярко-бирюзовое, это просто кайф какой-то. Вот идешь с покупками, да, и смотришь на море. Ну, помимо того, что вид с квартиры на море и так далее, ну, все преимущества. Просто кайф. Конечно, в этих районах пока здесь, ну так, попроще. Попроще, нету прямо шика, блеска. Ну, здесь спокойно. Плюс вот я уже показывала, открываются там эти какие-то крутые рестораны. Есть места такие чисто курортные. Здесь даже попугайчиков продают. Ну и заканчиваем наше видео, конечно же, с видом на море. Желаем всем всего хорошего, хорошего настроения, хорошего отдыха. Всем удачи, до встречи, пока-пока. С вами были ваши Лена, Ваня.